Здравствуйте, меня зовут Асем Кайратовна, я врач-стоматолог. Сегодня будем разбираться с шишками на десне. Как отличить свищевой уход, именно воспаление от какого-нибудь повреждения, например, от твердой пищи. Что делать, если у вас появилась шишка на десне? Обычно пациентов совершенно не беспокоит это дело, и у детей тоже встречается. У детей обнаруживают родители чисто случайно во время чистки зубов, ведь нет никаких жалоб. Так, нужно ли что-то делать с этой шишкой и откуда она берется, и как избавиться от этой шишки? Обо всем об этом вы узнаете в этом видео, что же такое шишка и что надо делать с этой шишкой. Сейчас вы видите наиболее частый вариант таких шишек. Он возникает иногда на зубах, в котором никто никогда ничего не делал. Никакой стоматолог не вмешивался, но наиболее часто это происходит все-таки после какого-то лечения. Чаще всего это происходит в зубах, где ранее лечили корневые каналы. Что из себя представляет эта шишка? Почему она периодически то появляется, а потом уходит сама собой? Свищевой уход или свищ – это то место, откуда из воспаленной области, где содержится инфекция, выходит эксудат, то есть какая-либо жидкость, иногда она серозная, иногда гнойная. Тем не менее, таким образом организм избавляется от этой инфекции. Чаще всего причинами инфекции является ранее леченный зуб. Например, когда лечили каналы или стоит большая пломба, инфекции, естественно, попадают со стороны полости рта, и так как кость у нас стерильная, и организм, в принципе, хочет от любой инфекции избавляться, то он избавляется с помощью иммунных клеток, которые, собственно, превращают инфекцию в какой-то эксудат, то есть в жидкость воспалительную. Чаще всего это именно гной. Очень здорово, кстати, если у вас появилась именно шишка, потому что вторым вариантом воспаления был бы флюс, когда инфекция не может найти выход в сторону полости рта и просто раздувается у вас под десной и под надкостицей, и образуется абсцесс, то есть флюс. В случае с шишкой гной уходит прямо в полость рта. Иногда утром вы можете ощущать даже привкус гноя рядом с этой шишкой. Но чаще всего такие свищи мы находим во время осмотра. Когда у пациентов спрашиваем, беспокоит ли этот зуб каким-то образом, то они чаще всего говорят, что нет, просто языком чувствую эту шишку, а так не беспокоит. Очень здорово, что инфекция находит отток в полости рта. Это такой процесс самозаживления организма. Это хорошо, что есть отток. Тем не менее, когда иммунитет устанет, например, после ОРВИ, заболеваний каких-то, то эта шишка может закупориться, и организм может уже не справляться с этой инфекцией, и тогда может возникнуть обострение в виде отека, боли в области зуба. Чаще всего при этом причинный зуб приходится удалять. Стоматолог, когда обнаруживает такую шишку, то что делает стоматолог? Вводит контрастное вещество, и на рентген-снимке абсолютно точно находит, и мы сразу понимаем, какой зуб является причиной. Это обычно зубы, в которых лечили каналы не в стерильных условиях, например, изолировали с помощью валиков, не очень хорошо промывали каналы, либо канал не допломбирован до конца, то есть в системе корневых каналов осталась инфекция, которая любит жить без кислорода. И эти микробы являются анаэробами. Они активно размножаются, и в итоге вокруг зуба возникает сначала небольшое разрежение вокруг верхушек корней, а затем оно может увеличиваться и превращаться в кисту. Тогда это воспаление уже достаточно активное. Гной идет в пространство между трабекулами, то есть внутри кости, и постепенно находит в себе отток либо в одну, либо в другую сторону. Чаще всего это на внешнюю поверхность нашей десны. Но также свищевой ход может возникать и на небе. После того, как мы уточнили, что является причиной этого воспаления, нашей основной задачей является не промывание свища, не лечение этой шишки, а именно устранение причины этой инфекции.
Если воспаленный зуб имеет достаточное количество ткани, чтобы затем его можно было надежно восстановить, то самым правильным лечением является повторное лечение корневых каналов. И очень важно, чтобы повторное лечение корневых каналов занимался специалист-эндодонтист, который имеет в своем арсенале оптическое увеличение, то есть микроскоп. Обязательно микроскоп, потому что старую пасту достаточно сложно, аккуратно удалить из канала и не уйти в сторону. После того, как врач устранит всю эту инфекцию в зубе и герметично закроет эти каналы, то организм справится с этим воспалением сам, и на месте свища останется только маленький рубчик. А вот на рентгеновском снимке результаты нашего лечения мы сможем видеть примерно через 4-6 месяцев, когда заживет самостоятельно и киста полностью исчезнет. Если вы обнаружили у себя такую шишку, самое правильное будет отправиться к стоматологу, который выполнит рентген-снимок с контрастным веществом и определит причину вашего воспаления. Как вы поняли, чаще всего причиной является ранее леченный зуб. Если у вас нет возможности идти к стоматологу, но вы чувствуете, что из этой шишки выделяется гной или она стала больше, самым правильным будет улучшить отток из этой области. Вы можете использовать гипертонический раствор. Это такая простая, достаточно действенная методика. Берете стакан теплой воды или можно горячей и растворяете в ней чайную ложку соли и соды. Таким раствором, который называется гипертоническим, делать надо ротовые ванночки как можно чаще и отправиться к стоматологу за лечением. Если вам стоматологическая помощь сейчас недоступна, но вы чувствуете, что эта десна стала более красной и отечной, и чувствуете какую-то пульсирующую, распирающую боль, это значит, что происходит обострение. Самое главное, не использовать прижигающих спиртовых растворов, эпителизирующих типа салкосерила, гели и прочих спреев. Самым эффективным средством будет прием противовоспалительных, жаропонижающих средств, чтобы уменьшить воспаление, а также гипертоническим раствором полоскать. Что, в принципе, из себя представляет эта шишечка? С ней можно ходить годами, десятилетними. Она никаким образом может не беспокоить. Тем не менее, постоянное нахождение гноя в полости рта, которую вы глотаете постоянно, аллергизация организма происходит, и она плохо сказывается на внутренние органы и в целом на организм. Чаще всего мы отмечаем именно появление новых аллергий в таких случаях. И в том числе держать организм постоянно в напряжении бывает не очень полезно. Когда действительно существует это воспаление, кость вокруг зуба мы теряем. Смотрите на эту фотографию, небольшая шишечка, которая находится у пациента где-то примерно 3 года, привела к тому, что кость уничтожена практически вокруг всего зуба. Этот процесс происходит совершенно незаметно. Если вы заметили шишку у детей, то чаще всего такое воспаление приводит к удалению молочного зуба. Мы не хотим, чтобы гнойный процесс затронул зачаток постоянного зуба. И в таких случаях зачатки постоянного зуба могут быть потеряны, даже прекратится развитие этого зуба. В более легких случаях возникает очаговая гипоплазия, то есть нарушение формирования эмали и дентина в зачатке. То есть инфекция плохо влияет на зачаток зуба, особенно если это зубы в зоне улыбки. И всячески стараемся предотвратить повреждение или нарушение формирования эмали, которые могут выглядеть как желтое, коричневое пятно или вдавление на эмали. И будет очень некрасиво и заметно, поэтому мы жертвуем молочным зубом, который содержит инфекцию, во имя спасения постоянного зачатка. Итак, я постаралась в этом видео ответить на самые наиболее частые вопросы, которые касаются ваших зубов. И тем не менее, если у вас остались вопросы или вы хотите проконсультироваться, то можете отправить рентгеновский снимок по ссылке в описании. Все, всем добра, всех благ!